Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео поговорим о том, что можно и чего категорически не стоит делать в рождественский сочельник, канун Рождества Христова 6 января. Также поговорим о том, как нужно провести этот день, чтобы привлечь изобилие, достаток и благополучие, а также чтобы в вашей жизни было счастье, радость и были только хорошие моменты. Давайте далее, друзья, все более подробно в этом видео. Итак, друзья, 6 января – это последний день рождественского поста, рождественский сочельник, или еще по-другому называют навечерие Рождества Христова. И в этот день все мы с вами, православные христиане, готовимся встречать рождающегося младенца Иисуса Христа. Конечно же, многих интересует вопрос, а как же правильно провести сам день, а также на что стоит обязательно обратить внимание. Давайте начнем с того, что рождественским сочельником у нас с вами заканчивается Филиппов пост. Это 40-дневный период телесного воздержания перед праздником Рождества Христова. И эта дата приходится на 6 января. Конечно же, с сочельником, именно с рождественским сочельником, связано много традиций, народных примет. Давайте вспомним, как встречали Рождество наши предки и какие обычаи актуальны и в наше с вами время. И вы знаете, это очень важно знать, потому что в современном мире эти многие вещи, они забываются. И если мы не будем знать, то, конечно же, мы не будем знать и своего будущего. Итак, друзья, Рождество – это один из самых главных праздников в христианстве. И в этот день родился Спаситель. Радостную весть узнали волхвы. Они увидели в небе Вифлеемскую звезду. Именно по этой причине и пошел обычай в канун Рождества не есть весь день до первой звезды. Хотя церковным уставом эта традиция не предписана, наоборот, после окончания литургии есть можно, хоть и строго постную пищу, приготовленную без использования масла. Как вы знаете, в сам сочельник принято держать строгий пост. Домашние дела, связанные с уборкой и прочей суетой, все-таки лучше завершить до Рождества Христова, чтобы встретить Бога-младенца в храме, не отвлекаясь на те или иные мирские дела. Само слово «сочельник» предположительно происходит от слова «сочево» или «колево». Это, как вы знаете, отварные рисовые или пшеничные зерна. Обычно хозяйки готовят это блюдо заблаговременно, ну а есть сочево в канун Рождества Христова полагается только после божественной литургии, соединяющейся с вечерней, потому часть сочельника проходит в воздержании от еды. Как же правильно встретить Рождество и что же нужно сделать в сочельник? Давайте вместе с вами, девочки и мальчики, проговорим этот момент. В этот день все мы с вами православные будем стараться посещать богослужения в храмах. Затем хозяюшки прибирают квартиры, дома и, конечно же, занимаются заготовкой на кухне. Богослужение, причастие и исповедь – это непременные атрибуты, скажем так, праздника для православных. Священнослужители говорят о том, что если человек не был в храме и не отстоял положенные службы, то смысла в строгом посте и в 12 блюдах уже практически не остается. Накрывая стол, стремитесь его красиво декорировать. В центре непременно должна быть композиция из еловых веток и свечей. Под скатертью распределите несколько соломинок. Они будут символизировать ясли, где находился Спаситель после рождения. Традиции в устройстве праздничного стола довольно просты, если можно так сказать, специфичны.
На столе должно быть 12 постных блюд по числу апостолов, и одно из них сочево. И вы знаете, на стол старайтесь ставить праздничную посуду. И как мы сказали ранее, на столе должны стоять обязательно 13 постных блюд. Это 12 апостолов и Иисус Христос. Что это могут быть? Ну, это могут быть салаты, домашние заготовки, но в состав блюд не должны входить молоко и мясо. И, конечно же, нельзя употреблять спиртные напитки. Каждое из 13 блюд имеет свое значение. Зерно, рис или пшено в каше – это зарождение новой жизни. Кисель или компот, в который входят зрелые плоды – это полное созревание жизни и ее завершение. Рыба на греческом языке звучит как ихтиос, и это название связывают с именем Христа, появившегося много лет назад в этот день на свет. И наши предки считали, что все 12 кушаний нужно обязательно попробовать. Нельзя оставлять хотя бы одно нетронутым. Начинать и заканчивать трапезу следует сочевым. Съесть нужно хотя бы по 3 ложечки, чтобы весь следующий год в вашем доме процветало благополучие, а домашние обязательно были здоровыми и счастливыми. И вы знаете, считается, что до Рождества стол не убирается, как и вся еда, стоящая на нем. Также обращаем ваше внимание, все домашние должны надеть новые одежды. А вот венчать наряженную елку должна именно Вифлеемская звезда, возвестившая о рождении Спасителя. Также в этот день не стоит ругаться, ссориться с близкими, обижаться, жадничать и находиться вдали от своих близких и родных людей. По поверью, если встретишь Рождество в одиночестве, то и весь год будешь скитаться. И благочестивая традиция, по которой христиане не едят до первой вечерней звезды, восходит к воспоминанию о явлении путеводной звезды на востоке, которая возвестила о рождении Спасителя. Но еще раз напоминаем вам и делаем акцент на том, что церковным уставом эта традиция не предписана, а потому остается на усмотрение силы и возможности каждого человека. Конечно же, тем более не стоит заставлять кого-либо, например, детей, насильно ничего не есть до первой звезды. Вы знаете, вообще пост – это ваше желание. Если у вас нет такого желания или вы не можете, например, по состоянию здоровья, то не заставляйте себя. Пост можно вообще начинать из пару дней, то есть сделать, например, 2-3 дня. Если вы прочувствовали, что ваше тело нормально, адекватно на это все реагирует, попробуйте неделю. И делайте, вы должны понимать и то, что если вы когда что-либо делаете резко, то ваше тело, оно реагирует на все изменения. Поэтому все делайте постепенно. Или начните с того, что перестаньте просто на время поста употреблять, например, мясо или продукты животного происхождения. Это очень сложно, но, знаете, каждому это свое. Один приходит к этому в 20 лет, кто-то в 35, а кто-то в 60. И вы знаете, это нормально. Не стоит себя корить, ругать себя, потому что в нашей жизни каждый из нас приходит к тем или иным выводам в тот или иной период времени, и это нормально. Итак, друзья, а что же нужно сделать в сочельник 6 января? Конечно же, в крещенский сочельник следует расставить по дому зажженные свечи. Таким образом, вы привлекаете в свой дом удачу, богатство, мир, радость. То если кто-то в ссоре, то постарайтесь обязательно помириться. Конечно, это очень сложно, потому что ссора, обида, она несет достаточно большой негатив, но вы должны понимать и то, что все-таки это нужно делать. Поменьше негатива в вашей жизни, побольше любви, ярких эмоций. И считается, что в рождественский сочельник ангелы летают по свету и исполняют желания. Ну а чтобы осуществить желание, нужно перед сном написать его на бумаге. Далее повторить шепотом и положить записку на подоконник у зажженной свечи. Ангел увидит свет в темноте и обязательно прочитает ваше желание и обязательно его исполнит. Ну а утром уже в Рождество 7 января лист бумаги нужно порвать и с остатками свечи бросить в воду, чтобы никто не помешал задуманному.
Также обращаем ваше внимание, что в канун Рождества в доме по-прежнему должна находиться елочка, украшенная, красивая. Разбирать ее сразу после Нового года не стоит, потому что она придаст духу праздника особое настроение торжества и радости. Если же по каким-то причинам елка до сих пор не была поставлена и наряжена, то знаете, самое время это сделать в крещенский сочельник. Безусловно, важной частью на вечере Рождества Христова становится молитва и посещение церкви. Православному христианину нужно постараться посетить богослужение в храме. Утром после божественной литургии и следующие за ней вечерние в рождественский сочельник в центр храма Божия выносится свеча, перед которой священники поют тропарь Рождеству. По благочестивой традиции христиане стараются причаститься в праздник Рождества Христова или перед ним. Те, кто причащаются на ночной службе, должны соблюсти пост перед принятием тела и крови Христова и поесть в последний раз не менее чем за 6 часов до причастия, можно и за 8. Конечно, во всем должно быть понимание, а потому, если человек, например, болен, то его приемы пищи нужно все-таки согласовывать с лечащим врачом и приемом лекарственных препаратов. Стремление соединиться с Христом в рождественскую ночь не должно ни в коем случае привести к ухудшению здоровья или больничной койки. Давайте теперь поговорим о том, чего же нельзя делать в рождественский сочельник. И здесь очень важно вам всем это вот услышать и понять. Первое и очень важное: нельзя ссориться, ругаться даже с вашими заклятыми врагами. Принято ко всем относиться тепло и уважительно. Даже если вас кто-то раздражает, даже если вы знаете, что кто-то относится не так, как вы бы хотели, помните о том, что вот в рождественский сочельник, да и в само Рождество отпускайте своих врагов. Знаете, каждому в самое придет бумеранг, бумеранг всегда возвращается. Ну а чтобы подлые люди не смогли принести вред дому и его жильцам, хозяйка кусочками ткани затыкала все дырки в скамейках. При этом она говорила, что не дыры затыкай, а рты моим врагам, чтобы их напасти не поймали меня через весь год. Конечно же, в канун самого Рождества не завтракали и не обедали, ждали сочельника. Покормить можно было только маленьких детей, беременных или стариков. Днем 6 января хозяева обходили весь свой двор со свежеиспеченным хлебом, медом, маком. Возле хлева с домашним скотом останавливались и обязательно рассыпали мак. Считалось, что, собирая рассыпанный мак, ведьма отвлечется и не сможет навредить домашнему скоту. Когда хозяева возвращались в дом, женщина ставила под скатерть на праздничном столе 4 головки чеснока. Наши предки считали, что это оградит их от проделок нечисти. В святой вечер хозяева особо чтили коров, свиней и всех остальных домашних животных. За стол не садились, пока не накормят животных. Обижать и бить их считалось огромным грехом. Наши предки считали, что в сочельник Бог спрашивает домашних животных, хорошо ли им живется у хозяев. Также еще раз хотим вам сделать акцент на том, что не стоит в рождественский сочельник ссориться, спорить, ругаться и выяснять отношения, сквернословить и обижать кого-либо. В этот день нужно постараться сохранить плоды поста, а не растратить их на безумные ссоры, раздражение, зависть, чего и добиваются, кстати, лукавые духи. Встречать младенца Христа нужно обязательно с чистым сердцем, миром и с теплом. Также, обращаем ваше внимание, нельзя и подметать пол, иначе выметите счастье и удачу из дома. Запрещалось в этот день ткать и шить. Также в этот день не стоит девушкам сидеть в углу стола, так как останется навсегда в девках. Лучше не общаться и с обиженными и должниками, чтобы не остаться без денег и счастья. Нельзя было уходить и далеко от дома, так как год будете скитаться.
Нельзя также в крещенский сочельник ходить и на кладбище, иначе считается, что умершие могут в скором времени позвать к себе. Нельзя выгонять из дома того, кто пришел с колядками. Если их не угощать, то весь год будут проблемы с финансами, с удачей и со здоровьем. Поэтому постарайтесь быть гостеприимны, добры и открыты ближним в навечерие Рождества Христова. Обязательно поздравьте всех с светлым праздником, кто вас окружает, кто вас живет. Пусть в вашем доме будет мир, любовь и гармония. Храни вас Господь. С вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя, девочки и мальчики. Обязательно подписывайтесь на наш канал. Обязательно в комментариях поздравьте друг друга с крещенским сочельником. Это очень важно, когда каждый из нас умеет от чистого сердца с любовью поздравить друг друга. А прямо сейчас на экране, друзья, вы видите два всплывающих окна. Это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось вам больше. И смотрите всех вам мыслимых, друзья, и немыслимых благ. Смотрите и заходите на наш канал и смотрите другие видео. Всех вам благ!